Друзья, приветствую вас на канале Taylor Studio London, и в этом уроке я разберу моделирование очень необычного тренча кейпа в стиле Бербери. На создание этой модели меня вдохновила прогулка по Лондону, по Риджент-стрит. Это улица, где находится много известных бутиков, в том числе и бутик Бербери. И вот, гуляя по этой улице, в одной из самых последних витрин на манекене я увидела этот тренч кейп. Он меня очень вдохновил, что я пожалела, что на тот момент раскроила уже обычный тренч, над которым я начала работу, и решила, что мне стоит непременно шить эту модель. Думаю, что этот тренч-кейп вдохновит вас так же, как и меня. Давайте приступим к его моделированию. Для моделирования кейпа нам потребуется любая базовая основа, которая на вас хорошо сидит. Прямо на основе я размечаю длину изделия, в данном случае это 56 сантиметров, и провожу линию. Я провела ее заранее. Также я провела линию, по которой я буду переводить нагрудную выточку. Моделировать я начну спереда. Для этого перевожу деталь переда на кальку и перенесу сейчас нагрудную выточку в боковой шов. При переводе детали переда вот здесь оставьте немножко высоты, чтобы построить воротник. Делаю это вот таким образом. Линию низа я провожу с запасом, даже выходя за границы нашей основы. Перевожу сначала основную часть. Прикладываю одну линию выточки к другой, соединяя крайние точки, и выточка у меня открывается в боковом шве. Перевожу оставшуюся деталь. Все, для детали переда нам нужна только закрытая выточка, область плеча и горловина. Нам не потребуется ни нагрудная выточка, она здесь уже не будет участвовать в построении, ни боковая выточка, ни талиевая выточка. То есть выточки мы полностью игнорируем. Переходим к основному моделированию. Для этого мы продляем линию плеча на 3 сантиметра и опускаем эту точку на 1 сантиметр под прямым углом. Получившуюся точку мы соединяем с нижней точкой плеча плавной линией. Горловину расширяем и углубляем. Я делаю это на 1,5 сантиметра. Вы можете сделать чуть поменьше или чуть побольше, но помните, что это верхняя одежда. И здесь, в области воротника и горловины, потребуется достаточно большая свобода, потому что обычно мы надеваем что-то либо свитер, либо водолазку, либо какой-то шарф, накидку. А у вас здесь, в этой области, ничего не должно давить, не бойтесь расширять горловину. Проводим новую линию горловины. Когда я изучала эту модель, я изучала несколько разных сайтов, и на одном из них я нашла информацию о том, что ширина этого кейпа составляет 188 сантиметров, что дало мне примерную информацию, какого объема делать этот кейп. Итак, я отталкивалась от этой цифры, и сейчас я откладываю 1/4 ширины кейпа, то есть 47 сантиметров, по линии низа изделия. Теперь я соединяю вот эту точку и нижнюю точку плеча, уже спущенного. Эти линии нам уже не нужны. Сейчас я их уберу, чтобы они вас не смущали. Продолжаем работу вот только вот с этой деталью. Теперь я откладываю длину кейпа 56 сантиметров от основания горловины переда. Вот таким образом. Делаю засечки по дуге, как циркулем. Ровно до пересечения вот с этой линией. И теперь провожу общую линию, соединяя засечки. Главное, чтобы эта линия была плавной и соединилась с линией низа изделия. Она будет пока предварительной, когда мы будем работать со спинкой, мы ее чуть-чуть подкорректируем, если это будет необходимо. Теперь по низу изделия по дуге я откладываю 23,5 сантиметра. Вы будете это делать гибкой сантиметровой лентой, я это делаю линейкой. И ставлю точку. Углубленную и расширенную горловину я делю примерно пополам и ставлю точку тоже.
Ориентируясь на фотографию Кейпа Бербери, я провожу рельефный шов, соединяю вот эти точки. Таким образом. Теперь я моделирую разрез под руки. Параметры разреза я дам те, которые использовала в своем тренче-кейпе. Вы в зависимости от длины изделия можете делать чуть-чуть по-другому. Но самое главное, не опускайте низко начало разреза. Это будет неудобно, потому что вы не сможете поднимать в нем руки. В данном кейпе я отступила 5 сантиметров от низа и поднялась вверх на 30 сантиметров. На рельефном шве в области разреза не будет никаких углублений, то есть это будет прямая линия, которую мы обработаем потом подкладкой. На примерке вы подкорректируете этот разрез так, как он вам будет удобен, но я не советую вам отступать здесь меньше 4 сантиметров, потому что у нас здесь будет подгибка низа, и ей нужно еще будет уместиться до самого разреза. Теперь разметим заход на застежку. Я размечаю 1,7 сантиметра от линии середины переда. Соединяю. Здесь вывожу под прямым углом. И здесь продляю линию низа до пересечения заходом на застежку. Ширину захода на застежку вы можете определять сами, ориентируясь на вашу пуговицу. Но помните, что у вас здесь должно быть не менее 1 сантиметра от края пуговицы. Вообще для верхней одежды мы делаем до 1,5 сантиметров от края борта. За кадром я разметила положение кармана на кейпе. У модели тренча кейпа Burberry карман достаточно с широкой листочкой, около 5-6 сантиметров. На своем кейпе я сделала 4. Примерные размеры кармана 19 на 4 или 5-6 сантиметров. Смотрите, насколько вам хочется сделать широким этот карман. От низа я отступила до этой точки 11 сантиметров, от этой точки 10, здесь 19, здесь 5, здесь 6,5 и здесь 4,5 сантиметра. Вот такие примерные координаты у этого кармана. Переходим к моделированию детали спинки кейпа. Для этого я также перевожу деталь спинки, продляя линии низа. Здесь будет нужна линия середины спинки без выточки, область плеча и горловина. Теперь поступаю аналогичным образом. Продляю плечо на 3 сантиметра. Опускаю нижнюю точку плеча на 1 сантиметр под прямым углом и соединяю получившуюся точку с нижней точкой плеча плавной линией. Теперь также по низу изделия я отмечаю 47 сантиметров и соединяю эту точку со спущенным плечом. Точно так же от основания горловины спинки я откладываю длину изделия 56 сантиметров по дуге, делая засечки. Теперь я соединяю засечки плавной линией. Теперь я также расширяю горловину на 1,5 сантиметра, а углубляю на 1 сантиметр. По линии низа изделия я откладываю тоже 23,5 сантиметра. Делать это нужно гибкой сантиметровой лентой по дуге. Я перевожу точку вот таким образом. Углубленную горловину делю пополам и провожу рельефный шов. Выточку плеча спинки я укоротила, чтобы она касалась рельефного шва и была возможность ее потом закрыть. Вот такие детали переда и спинки получаются на этом этапе, и сейчас мы перейдем к построению воротника. Для построения воротника потребуется измерить длину горловины спинки, углубленную и расширенную. На большом чертеже эта мерка у меня получилась 8,3 сантиметра. Вы измерите свою мерку гибкой сантиметровой лентой. И понадобится еще мерка высота стойки
У меня она 4 сантиметра. Это внутренняя часть воротника до перегиба и ширина отлета. У меня она составляет 6 сантиметров. Это внешняя часть воротника. Перехожу к детали переда. Продляю линию плеча в сторону горловины и от новой точки расширенной горловины отмечаю высоту стойки 4 сантиметра. Если вы посмотрите на фотографию кейпа, то увидите, что заход на застежку образует перехлёст с воротником. На мой взгляд, можно сделать лучше и увеличить вот это расстояние, и края воротника будут приходить вот в эти точки. Область с пуговицей будет открыта и видна. Через эту точку я провожу линию. Это будет линия перегиба воротника. От этой точки назовем ее точкой 1, чтобы не путаться. По дуге мы откладываем длину горловины спинки. Первую точку ставим на пересечении с линией и делаем засечки от точки 1. Здесь под прямым углом к этой линии мы откладываем ширину отлета и получаем вот эту точку. Соединяем. Соединяем точку 1, получившуюся точку ширины отлета. Делаем в этой области небольшой прогиб до 3 мм. И от получившейся линии с прогибом под прямым углом мы откладываем высоту стойки и ширину отлета. У меня это 10 сантиметров. От этой точки делаем засечку под прямым углом. И теперь нужно на деталь переда разметить примерное положение воротника. Ориентируйтесь на фотографию кейпа, чтобы у вас получилось идентично. Я перенесла этот уголочек на кальку и зеркально его перенесла на эту сторону. Здесь мы вышли под прямым углом и теперь плавной линией соединяем с началом воротника. Здесь лучше чуть-чуть закруглить. Такая получается деталь воротника сейчас на этом этапе. Получается достаточно глубокий вырез. Вы можете спрямить эту линию, подняв ее на полсантиметра, чтобы здесь было плавно. Еще нам нужно будет разметить деталь отрезной стойки. Отступаю от этой линии 2 сантиметра. Здесь за линию плеча тоже захожу примерно на 2 сантиметра, но не меньше. И провожу вот такую линию. Вот эта линия будет чуть меньше, чем линия горловины. Потом вы ее оттянете при вшивании воротника. А деталь отрезной стойки нужно будет чуть-чуть подкорректировать для лучшей посадки. Делается это вот таким образом. Я покажу схематично. Не буду разрезать мелкую деталь. Проводится общая линия в 3 местах. По этим линиям разрезаете деталь стойки и деталь воротника. На стойке вы не дорезаете до той части, которая будет пришиваться к изделию, а на воротнике не дорезаете до вот этой линии. И у каждой линии и на стойке, и на воротнике вы делаете перехлест 0,3 см и склеиваете, уменьшая вот эту линию. У вас в общем должна эта линия уменьшиться на 1 см. Это даст лучшую посадку воротника в области шеи. Следующим этапом нужно будет разметить подборд и обтачку спинки. От линии середины переда я отступаю 6 сантиметров. На линии плеча я отступаю 4 сантиметра. И соединяю вот таким образом. Здесь делаю плавное закругление, а далее по прямой. Вот это все будет область подборда. Рисую, что это подборд.
Вот здесь, кстати, у детали переда будет долевая. И у подборта тоже у спинки будет сгиб. Теперь переходим на деталь спинки. Отмечаем 4 сантиметра. Пусть выточка вас не смущает, пока мы ее не трогаем. И здесь мы отступаем 9 сантиметров. Я делаю обтачку спинки с таким перепадом высоты. Вот это будет обтачка спинки, которая будет в плече соединяться с подбортом. А за исключением подборта и обтачки спинки, подкладка будет точно повторять Cape Trench. И единственным изменением здесь будет добавление складки на свободу облегания порядка 3 сантиметров по линии сгиба. Все детали кейпа я покажу потом отдельно, а сейчас переходим к моделированию детали рукава. Вырезаю деталь спинки. Здесь нужно будет закрыть выточку. Вырезаем деталь со стороны переда. И соединяем их вместе. Должно получиться вот таким образом. В области спинки мы добавляем высоты там, где закрыли выточку. Ввожу деталь. Просто размечаю крайние точки и соединяю. Вырисовываю деталь. Делаю я это с небольшими погрешностями, на большом чертеже у вас будет точнее. Помечаю, что это спинка. Теперь прикладываю перед и также переношу его. Размечаю разрез и пишу, что это перед. Здесь будет долевая. И теперь нам нужно будет подкорректировать вот эту вот линию. А главное, чтобы эта линия была плавной. Так выглядят детали тренча кейпа в готовом виде. Детали подкладки будут выкраиваться за исключением детали подборта и детали обтачки. Также отдельно вы выкроете детали листочки и детали кармана. Расход ткани для такой модели будет составлять 2 длинные изделия плюс порядка 30 сантиметров на выравнивание и усадку. Я шила свой кейп из остатка ткани, который был у меня от пошива основного тренча. И там было порядка 1,20 м. На мой 42 размер хватило 1 метра ткани. Дорогие партнеры, если этот урок был для вас полезен, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал Taylor Studio London. Здесь я буду рассматривать интересное моделирование, а также вдохновлять вас красивыми образами. До скорых встреч!